Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала! Я снова рада приветствовать вас на нашей уютной кухне. Сегодня готовим творожные хрустящие вафли в вафельнице. Представьте, снаружи золотистая корочка, а внутри нежность и легкость. Сегодня именно такие мы и будем готовить. Нам понадобится сливочное масло, сахар, творог, яйца, мука, крахмал, ванилин и разрыхлитель. Приступаем. В чашу миксера кладем размягченное сливочное масло. Добавляем сахар и ванилин. Взбиваем на высоких оборотах до плотной воздушной массы, которая хорошо держит форму. Теперь добавляем творог и снова тщательно взбиваем. Далее по одному вводим яйца, каждый раз хорошо перемешивая. В отдельной миске просеиваем муку, крахмал и разрыхлитель. Добавляем сухую смесь частями в тесто, каждый раз аккуратно взбивая. Тесто должно получиться густое и однородное. Учтите, что муки может уйти чуть больше или меньше. Все зависит от ее качества. Разогреваем вафельницу. В каждую ячейку кладем по 1 столовой ложке теста и выпекаем вафли примерно 5-7 минут. Но ориентируйтесь на свою вафельницу, ведь время приготовления у всех может отличаться. Из этого количества ингредиентов у нас получается примерно 20-25 вафель. Они выходят румяные, хрустящие снаружи и нежные внутри. Венские вафли с творогом не только вкусные, но и полезные. Творог делает их более питательными, добавляет кальций и белок. Отличный вариант как для завтрака, так и для полезного перекуса. А главное, такие вафли можно подавать как угодно – с вареньем, фруктом, медом или даже просто с чашечкой чая или кофе. Попробуйте этот рецепт, порадуйте близких, и я уверена, эти вафли станут любимым угощением в вашей семье. Спасибо, что готовите вместе со мной. Подписывайтесь на канал, делитесь рецептом с друзьями. Вы его найдете в описании под видео. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам вкусных дней и хорошего настроения. Пока-пока.